Это утро начиналось, как и все предыдущие, в маленьком придорожном заведении на окраине города. Сквозь окна пробивался мягкий свет, отражаясь от металлических поверхностей и бело-черной плитки пола. За стойкой официантка по имени Акира сновала между столиками, разносила заказы, убирала посуду, улыбалась постоянным клиентам. Она привыкла к этому месту, здесь было просто, спокойно и предсказуемо. Но все изменилось, когда двери распахнулись, и внутрь вошел мужчина. Высокий, громкий, одетый в дорогой костюм и явно уверенный в собственной безнаказанности. Он прошел прямо к столику и сразу начал шуметь. Он раздражался на все, на якобы холодный кофе, на задержку с заказом, на неправильный взгляд официантки. Акира старалась сохранять спокойствие, вежливо отвечала и продолжала работать, но напряжение росло. Она не знала, кто в этот момент сидел у окна. На дальнем сиденье, в красной кожаной кабинке, спокойно пил чай человек в черной одежде. Его взгляд не метался по сторонам, он следил только за одной сценой. Это был тот самый человек, чье имя в этом городе произносили шепотом. Местные знали его как Кана. Он редко появлялся на людях, а если и появлялся, это значило, что что-то должно произойти. Он не поднимался сразу. Он ждал. Смотрел, как бандит все больше теряет контроль, как его голос становится все громче, а жесты все резче. Но в момент, когда тот перешел грань, когда зло уже не прикрывалось словами, Кан встал. Это было тихое, почти ленивое движение. Но оно будто разрезало воздух. Все в кафе замолчали. За считанные секунды атмосфера изменилась. Напряжение, которое раньше шло от агрессора, теперь исходило от другого источника. От человека, чье присутствие само по себе означало власть, силу и беспощадность. Бандит не сразу понял, что произошло. Но стоило ему встретиться взглядом с Каном, как вся его бравада испарилась. Он начал оправдываться, пятиться назад, искать выход. Но выхода уже не было. Он оказался в неправильном месте, в неправильное время и, самое главное, перед неправильным человеком. Спустя пару минут он покинул заведение другим человеком, подавленным, сломленным, с опущенными глазами. Никто не стал его останавливать. Кан вернулся на свое место и продолжил пить чай. Он не сказал ни слова. Акира, ошеломленная, стояла в стороне и наблюдала. Она не знала, что именно произошло. Но она чувствовала, что была защищена. Без просьбы, без слов, просто потому, что кто-то решил, что этого достаточно. С тех пор это заведение стало особенным местом. Посетители стали вежливее, официантку уважали, а у окна всегда держали свободный столик, на случай, если он снова зайдет выпить чаю. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.